Всем хай! Обнаружились дополнительные возможности этой программы. Если представить этот чертеж немножко по-другому, продлим эти линии дальше. Вот они у меня пунктиром уже обозначены. Эту линию продлил вверх, а эту продлил вниз. То здесь получается тупой угол, а линии те же самые. И самое интересное, что рисунок фрезы на границе между этими линиями остается прежним, ничего не меняется. Вот если тут пунктир брать по припуску, то же самое этот пунктир по припуску. Все осталось то же самое. Вывод, что эта программа может делать тупые углы. Просто надо забить сначала не эту линию, а вот эту. Что мы сейчас и сделаем. Ну, это и есть эта программа, которая тут забита. Дает ее. Вот теперь будем ее исправлять. У меня первый угол был 90, 0,15. Сейчас поменяем местами. У меня будет первый вот этот. Соответственно, надо определить точки углов, чтобы они пересеклись. Об этом надо помнить. Значит, здесь сделаем x90. Это мне первый надо делать. Первый угол. z0 и угол 80. А второй угол мы сделаем минус 40, z минус 100. 40 z минус 100. Здесь те самые 15 градусов, что раньше были. Проверим. Погнутый угол. Но есть недостатки. Здесь, похоже, проходит шаг по z, тот, который находится здесь. R4, 1. Давайте пока 0 сделаем черновой. Видно, что черновой. Здесь более-менее, здесь уже. У меня не проходит, нет последнего прохода на этом углу. У меня может шаг кончиться здесь, перейти сюда. Этому надо сделать, чтобы был последний проход здесь. Давайте проверим, что у нас чистовой получается. Чистовой мы уже видели. Пенька образуется. Надо сделать перерасчет шага. Мы не будем обязательный проход делать, а сделаем, чтобы получился ровный шаг. От верхней точки до R22 рассчитаем кратный шаг, чтобы при любом случае фреза вышла на R22. Это я уже сделал. Какая программка получилась. Вот у меня R17, R18.
R17 здесь я рассчитываю, сколько нужно проходов делать и округляю плюс. А потом делю расстояние от R1 до R22, вот отсюда до сюда, на количество проходов и получаю проходы по Z. Потом из этого прохода Z я нахожу R18 для следующего участка прямой, для другой прямой. Вот у меня что получилось. И мне пришлось R17, R18 и выбор между черновым и чистовым проходом перенести за R22, потому что я его использую в расчетах R17, R18. Я отсюда забрал R17, R18 и ставил их после R22. Что у меня получилось? Это у меня будет программка Line 2A. Появился шаг. Используется тот, который на верхнем участке был. Чтобы его отредактировать, это вот этот вот. Вместо R1 меньше R22 надо еще добавить равно. R меньше или равно R22. R меньше или равно. Проверяем. Все красиво получилось. Тут даже можно проверить, попали мы в угол. У меня там был первый угол x90. А второй угол x минус 40 и z минус 100. Вот. Так что наша программа описала правильный угол. Вот и все, что я хотел сказать. Всем удачи. Пока.